Hi, welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. В этом видео мы с вами познакомимся с фразой «дай знать, сообщи». Let me know when you're ready. Let me know when you're ready. Когда вы используете фразу let me know, у нее разные синонимы есть. Inform, please inform me, please tell me. В быту вы услышите именно let me know, когда дело касается каких-то новостей, новой информации, которая вам неизвестна. Вы можете вместо let me использовать совершенно разные местоимения в зависимости от контекста. Let him know, let her know. Помните, что когда мы говорим по-английски с американским акцентом, буква H в таких словах, как his, him, her, имеет свойство выпадать, потому что очень трудно этот горловой звук соединить с другими звуками. Соответственно, let her know может звучать как letter, letter, как буква. Let her know. Let him know, let him know и так далее. Но мы в этом видео рассматриваем let me, здесь все легче. Смотрите, вы можете let me сократить, редуцировать, я имею в виду let me know. Let me, то есть либо звук Т вы делаете stop T, либо его нет, вы такое слово произносите let me. Это уже, как говорится, кому как нравится. Let me know, сообщи, дай знать. Let me know if you need any help. Let me know if you need any help. Слово any здесь optional, в зависимости от того, что вы хотите сказать, можно просто let me know if you need help. Так вы говорите человеку, который, может быть, в вашем подчинении находится, либо вы тренируете, либо intern, либо еще кто-то. В общем, дай знать, если помощь понадобится. Помните, что let me know это такой фамильярный довольно-таки язык, то есть если человек выше вас по статусу, или, например, вы говорите по телефону с человеком, вы делаете appointment себе куда-нибудь там в больницу, например, или в какую-нибудь парикмахерскую, к примеру, да, то говорить let me know, если там чего-то, это очень так подозрительно, поэтому там нужно прибегать к другим средствам. То есть это с друзьями, с хорошими знакомыми. Let me know if you have any openings. Так вы можете сказать человеку, если там какой-то слот откроется, вам что-то нужно вместе сделать, сейчас пока времени свободного нет для вас, и вы говорите let me know if you have any openings. Дай знать, если там что-нибудь освободится, куда-нибудь меня втиснуть можно в какой-нибудь временной промежуток. Let me know if you want to join us for dinner tonight. Let me know if you want to join us for dinner tonight. Опять же, сообщи, дай знать, если захочешь с нами пойти сегодня на ужин. Let me know if you can come. Let me know if you can come. Тут вы человеку говорите, что если ты не сможешь прийти, то сообщи обязательно, дай знать, может быть, там другой человек пойдет. Let me know if you can come. Я вам напоминаю, что can очень трудно порой для новичкам на слух воспринимать. Значит, смотрите. Let me know if you can come. Выделяем can. Т не произносится. Хотите произносите, делайте стоп. Хотите вообще его дропайте. Let me know if you can come. Выделяем и отрицательный глагол can модальный и глагол, который смысловой идет после него. Let me know if you can come. По YouTube гуляют очень много от моих соотечественников видео, где там говорят, что, в общем, нужно что-то одно, no. Выделяем мы и глагол can, и сам смысловой глагол. Также у вас будут ситуации, когда не обязательно вам вот в приказном тоне так говорить, то есть дай знать, сообщи и так далее. В повелительном я имею в виду наклонение. Вы можете спокойно следующее предложение сказать. I'll let you know. Например, I'll let you know by Tuesday. Я вам к вторнику сообщу. I'll let you know. Вы можете использовать I will, помним, в речи сокращается all. И чем быстрее вы говорите, напоминаю, тем больше редукции происходит у вас. То есть, если вы говорите медленно и пытаетесь вытащить все редукции, это будет очень смешно со стороны смотреться, и ваша речь будет очень choppy. Поэтому, чем больше скорость, если вы уже научились говорить, тогда можно приступать к редукции и к linking. Если у вас этот навык еще не развит, как говорится, don't bother. I'll let you know by Tuesday. I'll let you know. И смотрите, что происходит. Наложение двух звуков, вернее, одного и того же звука, o. I'll и let. I'll let you know. Там немножко нужно зависнуть и произнести это все I'll let you know. I'll let you know by Tuesday. Вы можете вместо will использовать наше любимое с вами gonna. I'm gonna let you know by Tuesday. I'm gonna let you know by Tuesday. Если вы говорите очень быстро, звук г горловой может выпасть, и у вас получится I'm gonna let you know by Tuesday. I'm gonna let you know by Tuesday. Мне очень часто в комментариях пишут mana может иметь вид I'ma let you.
I'ma let you – это Black Vernacular English, так говорят, это язык афроамериканцев. Также вы можете задать вопрос will you let me know? Will you let me know? То есть вы мне сообщите, а вы мне скажете заранее, да? Will you let me know beforehand? Or will you let me know in advance? Сказать заранее, дать знать заранее, in advance. Will you let me know in advance? Are you gonna let me know in advance? Помним, will и be gonna, to здесь взаимозаменяемые, и никакой разницы в их смысле здесь нет. Вот это, собственно, все, о чем я вам хотел рассказать. Очень простая фраза, используйте ее прямо здесь, прямо сейчас. Если у вас есть мужья, любовники, друзья и так далее, как говорится, вперед и с песней. Также напоминаю, если вы позволяете в комментариях выражать какие-то личные страхи, фобии и так далее, может быть, оставьте это для какого-то другого дня. Здесь у нас комьюнити, где мы изучаем английский язык. Keep your personal stuff to yourself. Be respectful of each other. Какие синонимы существуют у этой фразы let me know? Ближайшие, близкие очень фразы. Опять же, нужно смотреть по контексту. Не всегда можно взаимозаменить. Тем не менее, keep me posted. Держи меня в курсе. Keep me posted. Let me know. Keep me in the loop. Keep me in a loop, либо fill me in. Такие три синонимичные фразы вы тоже можете услышать довольно часто. Не поймите, что это exhaustive list of synonyms. Not at all. This is just most common phrases and expressions that I hear in everyday English. Я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает мой канал здесь, на YouTube, а также мой канал в Инстаграме. Напоминаю, Kirells_English — это handle для Instagram и my Telegram channel. Я желаю всем отличных выходных. Stay cool. Пока.